Точнее. Так, всем привет, вот я все мини-игры прошел, давайте теперь наконец-то вернемся опять к сюжету. Так, опять какие-то новости от хакера. У меня есть новости. Полицейские нашли тело. Ну, новости это мы уже знаем. Я уже в курсе. Скорее всего, он говорит про один и тот же труп. Я сомневаюсь, что там был вариант еще один. Но, по правде, мне кажется, нет. Он говорит про один и тот же труп. Я не сомневаюсь, что это не Ханна. Хочешь что-то сказать? Тебя разочаровало, что новость долетела до меня раньше, чем до тебя? Но это глупо. Зачем какие-то какой-то, не знаю, маленький ребенок себе вести? Не знаю, это глупый. Но, честно, вот тут подумать, мне кажется, это очень сильно повлияет на строительство именно теории, именно и всего дела. Это вот у меня, честно говоря, сомнение, что это Ханна. У меня очень большие сомнения, что это именно Ханна мертвая. Это крайне маловероятно. Так, ну блин, все расследование жестится на том, что именно ты должен найти Ханну. Ну, мне кажется, скорее всего, кажется, что она жива. Может, конечно, она там не прям цветет и пахнет там у этого маньяка. Ну, может, она реально мертва, но мне кажется, что все-таки это не Ханна ни хрена. Я не сомневаюсь, что это не Ханна. Мне тоже не кажется, что это она. Признаюсь, тебе удалось меня удивить. Кажется, ты уже часть группы. Ну, мне так не кажется. Ага, мне тоже так кажется. Давайте так. Мне кажется, все-таки мы уже так влились в часть группы. Ну, или стали хотя бы более или менее ближе к ним. Кто рассказал тебе о трупе? Джесси, она приложила немало усилий, чтобы дозвониться. Тьфу. Джесси, она приложила немало усилий, чтобы до меня дозвониться. Это Томас мне рассказал, Клео мне написала, я не помню. Ну, Джесси. Я не хочу скрывать ничего от этого хакера и не буду. Да и в любом случае он читает все наши переписки. Он же может следить за тем, что я пишу. Он 100% за мной следит. Если я ему солгу, это очень сильно отразится на наших отношениях. Как-то глуповато будет лгать человеку, который легко сможет проверить мои переписки и понять, что я ему прям очень хорошенько так солгал. Ясно. Это очень хорошо. Не спускай с нее глаз. О чем это ты? Ну давай, принято, я не буду задавать вопросы. Принято. И еще кое-что. Это насчет последнего фото. Фото профиля обновлено. Нормально. Оно с облака Ханны? Ну как бы... Да, конечно. Ясно, спасибо. А вот это что-то слишком подозрительно. Ну как бы мы отправляем ему все, что находим с облака Ханны ему. Ну, зачем нам отправлять какой-то неизвестный файл ему? Это как-то слишком подозрительно и даже глупо. А это что такое? Ну, по очертаниям сердца, это, скорее всего, что-то связанное с медициной. Что-то связанное с медициной. Я не знаю, это максимум, что я могу выудить из этого сердечка. Что это? Не могу разобрать. Это рецепт? Надеюсь, это ты мне расскажешь. Ну, это рецепт? Я не знаю. Качество просто ужасное. Но я с этим разберусь. Дай мне немного времени. О, Джесси.
Я должна тебе еще кое-что рассказать. Я слушаю. Я видела, как Клео вчера рыскала по свалке. Это очень напоминало взлом. Серьезно? Серьезно? Да. Безумство какое-то, да? Догадываешься, что она там наделала? Что она там делала? Не думаю, что стоит заострять на этом внимание. А что, раньше такого не было? Такого не бывало? Тьфу ты. Давайте этот вариант. Догадываешься, что она там делала? Не уверена, но я сразу же вышла к ней. Она притворилась, что пришла ко мне. Ты рассказала об этом Ричи? Нет, она явно врет. Может, так и есть? Нам сейчас нельзя ссориться. Но самое интересное вот этот вопрос. Она рассказала кому-то или нет? Вот это вот. Подожди, свалка. А вот непонятно, где свалка-то находится. Нет еще. Так, ты рассказала об этом Ричи? Нет еще. Я собиралась, но потом решила, что сначала стоит рассказать тебе. Может, ты сможешь заставить ее рассказать обо всем Ричи? Даже не пытайся. Но я ее почти не знаю. Почему вдруг я? Вот эту вот давайте выберем. Мы ее ни хрена не знаем. Как мне получится это сделать? Но я ее почти не знаю. Поэтому я тебе это и предложила. А вот что-то я не... Вот что-то вот как-то это нелогично. Как можно убедить... Как может человек незнакомый убедить другого человека что-то там сделать? Ну ладно. Она все равно поймет, что это ты мне рассказала. Это нелогично. Это правда? Ну, давайте вот это вот. Она все равно поймет, что это ты мне рассказала. Да, но мне кажется, это все равно... Но мне кажется, это все равно лучший способ разобраться с ситуацией. У нас с Клео сейчас довольно напряженные отношения. Это заметно. Но Ричи должен об этом узнать. Я обязана сделать так, чтобы он узнал. Я хочу разобраться с этим, не сдавая ее, понимаешь? Ясно, но я все равно этого делать не стану. Во-первых, нет, потому что, если она ее сдаст, то это испортит их отношения еще сильнее, потому что, типа, Джесси сдала Клео, Ричи, и там потом начнется вся эта ссора, и она еще сильнее их рассорит. А у них и так все, накалено до предела. Не хватало, чтобы они что-то там учудили. Из-за этого давайте за работу уж. Для чего мы тут? Можешь на меня рассчитывать. Давайте попробуем, что ты скажешь. Спасибо. Такс. О. Мне удалось дозвониться до Лили. Я приглашаю ее в групповой чат. Ой, опять она будет истерить, скорее всего, как и в прошлый раз. Ну ладно. Привет, Лили. Поприветствовать надо. Вежливость. Как бы ты к человеку не относился, но надо все-таки проявлять вежливость. Привет, Лили. Привет. Если будут новости, пишите сюда. О, Клео. Привет. Надо поговорить.
Конечно. Я слышала, что Томас и Джесси тебе уже много всего рассказали. Мы просто болтали ни о чем, по большему счету. Да, мне кажется, Джесси ведет себя слегка наивно. Тебя что-то не устраивает? Мы просто болтали ни о чем, по большему счету. А, ладно. Если хочешь, могу что-нибудь рассказать тебе о Ханне. Это хорошая идея. Что ты хочешь о ней узнать? Галерея обновлена. О. Такс. У Ханны есть братья или сестры? Ну, кроме Лили, разумеется. Лили, ее младшая сестра. Разве тебе не было это известно? Мне никто не говорил. Ну, кроме Лили. А, ясно. Нет, только Лили. Вот почему мне было так важно, чтобы она узнала о теле от кого-то знакомого. Я тебя понимаю. Сейчас там был именно ответ именно... Давайте это прочтем, потом продолжим. Забыл сказать раньше. Пожалуйста, будьте все осторожны. В Досквуде на свободе гуляет убийца. Об этом не стоит забывать. Но, отчасти правильно, хоть и своевременно. Так, там был вариант как-то слишком, вариант именно, я же, не знаком с Томасом, но он узнал от меня. Но это как-то глуповато, сами вызвались все-таки ему сказать, и теперь что-то выдвигаем какие-то там претензии. Так. Есть ли вероятность того, что Ханна просто сбежала? Мне сложно такое представить. Она просто не такой человек. То есть... У нее только начало все налаживаться. У нее была отличная семья, прекрасный парень, карьерой она тоже была довольна. Может, у нее в жизни происходило что-то, о чем ты не знаешь? Мне кажется, все-таки да. 100% у нее что-то произошло. Не может быть, чтобы все так резко произошло без каких-то событий. Скорее всего, просто у нее, она пелена у нее у ее друзей, у друзей Ханны. Просто какая-то пелена на глазах была. И они всегда видели в ней только такую счастливую девушку. А по-настоящему там, думаю, у нее столько скелетов в шкафу. Я понимаю, что у всех есть свои секреты. Секреты, которые не рассказываешь даже лучшей подруге. Но чтобы это было что-то настолько ужасное, что она решила сбежать из Досквуда, не оставив и следа, я бы о таком знала. Это было ей совсем не свойственно. К тому же этот хакер говорит, что видел, как ее похитили. Ведь это верно. Точно, помню. Отчасти это верно. Что-то я подзабыл по поводу этого. Ведь есть серьезное подтверждение этого хакера. Хотя, конечно, он тот еще тип. И непонятно, правду говорит он все-таки или нет. Ну ладно.
Спрашивать у нее? Ну, давай спросим. Думаешь, он кто-то из группы? Давайте спросим. Только надо следить, только, я думаю, тут... Я думаю, у всех можно будет спросить, но мне как-то не очень кажется, что он является частью группы, иначе это было бы слишком, ну, подозрительно. Да и по характеру он не подходит ни под одного из героев по характеру. Он слишком хладнокровен. Дэн, он какой-то слишком упертый, и, ну, по его речи можно понять, как он пишет сообщение, что это точно не он. И Томас тоже не подходит. Вот. Он слишком мягкотелый. Но остается только Ричи, но, не знаю, он тоже как-то не очень вписывается. Ну ладно. Ну, я с ним только раз разговаривала, так что мне сложно сказать. Но если честно, я не думаю, что он один из нас. У Ханны были враги? Нет, я в этом уверена. Все, кого я знаю, обожали Ханну. Она была потрясающим человеком. Была, но это не будем, потому что я сам понимаю, что имеется в виду под «была». Потому что есть шанс, что она сейчас типа делает такой намек, что, возможно, она все-таки мертва. Не будем об этом говорить. Это как-то глуповато, и я не буду. Давайте не будем, пропущу это. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что ты еще хочешь узнать? Давай спросим. Все равно вызвались. Вперед. Хочешь мне рассказать о своей попытке взлома? Значит, она тебе об этом рассказала. Да. Подозрение, что она сразу раскусит, что это Джесси ее спалила, сразу подтвердились. Я пошла на пробежку вчера вечером. Так, хорошо. Вышла на обычный маршрут от моего дома до улицы Пайн-стрит. Я обычно разворачиваюсь перед свалкой Ричи и бегу обратно. Почему именно там? Давай спросим. Причина есть, почему именно в этом месте? Ну, она находится у самого леса, а я туда не люблю соваться. Ну, тут отчасти ее можно понять. Прекрасно тебя понимаю. Тут отчасти понятно, что она туда не суется. Тебе тоже в лесу не по себе? Правда? Тебе тоже в лесу не по себе? Но если честно, то да. Особенно, когда ты в одиночестве, даже, мне, честно говоря, мне даже страшновато гулять в парках, если кто не знает. Даже таких вот в парках именно в одиночестве гулять. Слышу только топот своих собственных шагов. Это прям, ну, очень, так, не знаю, для меня сильненько так тревожит меня. Ничего себе. Я еще не встречала никого, кто думает так же. Но это только когда я там одна. Ну да, тоже и про меня. Я очень не люблю такие лесные, даже парки именно лесные, в одиночестве гулять. Не знаю, мне всегда жутко. Несмотря на то, что мне было не по себе, вчера я решила пойти дальше. Я пошла в сторону леса и вместо того, чтобы развернуться, ускорила шаг. Я даже не понимала, что уже дошла до забора свалки Ричи. Тьфу, я даже не поняла, что уже дошла до забора свалки Ричи. А потом я вдруг услышала, как кто-то громко разговаривает. Двое мужчин о чем-то громко спорили. Мне бы тоже захотелось разобраться, что к чему. Честно говоря, да. Любопытство все-таки взяло вверх. Я обычно веду себя по-другому. Не знаю, что на меня нашло в тот момент.
Ты поступила немного сумасшедше. Нет, это глупо. Наверное, тебя просто нервы подвели. Мы все иногда ведем себя странно. Ну, что правда, то правда. Мы все иногда ведем себя странно. Пожалуй, соглашусь с тобой. Ну и потом я налетела на Джесси. Ее злость меня отрезвила. Странно, что она рассказала об этом тебе, а не Ричи. Но, по крайней мере, он мне еще ничего не писал по этому поводу. Не сомневаюсь, что она это скоро сделает. Да, Джесси сама сказала именно. Скорее всего, она это сделает скоро, если мы не справимся. Да, скорее всего. Да, вот. Тебе стоит самой рассказать об этом Ричи. Джесси оказалась из-за тебя в непростой ситуации. Ведь ты на самом деле туда вломилась. Ну подожди, она, получается, подслушала. Она не залезла, получается, под забор, она подслушивала, это не взлом, получается. Из-за этого, ну, давайте так. Тебе не кажется? Тебе так не кажется? М? Да, ты все верно говоришь. Мне это не свойственно. Мне придется объяснить все Ричи и извиниться перед Джесси. О, хороший финал, нормально. Приятно сбросить этот камень с души и кому-то все рассказать. Ну, я умею слушать. Там был вариант «ты мне должна». Очень смешно, не. А теперь я возьму дело в свои руки. Я больше не смогу просто сидеть сложа руки. Пойдешь в полицию? Что ты задумала? Собираешься найти Томаса? Давайте спросим. Что ты задумала? Поспрашиваю народ в городе. Звучит интересно. Надеюсь, это поможет. Хоть как-то. На ум сразу приходят три главных распространителя слухов. Мисс Уолтер, владелица мотеля, королева сплетен и слухов миссис Салли и Фил Хокинс. Ему принадлежит бар «Аврора». Я только что заметила, что бар все еще не открывался. Тьфу. Что бар все еще не открылся. Давайте она сама решит. Тут был вариант. Владелица мотеля наверняка что-то знает. Думаю, стоит начать с главной сплетницы. Тебе решать, с чего начать. Честно, куда попереться? Ну да, эники, быники, ели вареники. Ладно, владелица мотеля наверняка что-то знает. Хороший выбор. Пока. Будь осторожна. Вот лучше предупредить. Будь осторожна. Конечно. Ну что ж, а уже в следующей серии нормальное такое завершение. Еще одно фото отправим хакеру. Переписка Джесси и Ричи. С этим мы уже разберемся позже. Но я думаю, можно закончить
тут эту серию как раз неплохой конец. А в следующей серии уже посмотрим, к чему приведут расспросы Клео местных распространителей слухов. Ну, буду надеяться, это что-то додаст. Ну и довольно хорошее завершение в том, что мы все-таки решили эту проблему с взломом и все выполнили, и нормально. И с Джесси более-менее помогли, ссору Клео и Джесси поправили, и доверие Джесси к нам еще сильнее увеличилось, скорее всего, за то, что мы ей помогли. Ну, все-таки вот меня до сих пор тревожит Томас, куда он пропал. Ну, посмотрим. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord-сервер и на Discord-сервер по Доки-Доки. Я там частенько посиживаю, если хотите, можете заглянуть. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии с мнением, предложением новых игр. Я все комментарии читаю и на все их отвечаю. И с вами не забудьте нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!